Всем привет! Я Олечка, а вы на канале На Даче Жить. И сегодня мы немного поговорим о грунтовке. Я считаю это самым важным моментом на стройке. Я начала писать видео по шпаклевке, штукатурке стен в мастерской и в котельной, и начала из грунтовки, а текста получилось так много, что я решила выделить это в отдельную, очень важную тему, ведь грунтовку я использовала на всех этапах строительства. Запомните важные истины, а их 4. Первое. Грунтовки много не бывает, грунтуйте все и везде подряд. Конечно, это касается только черновых работ. Грунтуйте все, что не движется, а что движется, останавливайте и грунтуйте. Второе. Грунтовка после уборки облегчит вам жизнь, пыль не будет так прилипать к полу и подметать его будет гораздо удобнее. Третье. На отгрунтованную поверхность гораздо легче ложится материал, он остается более практичным и не будет отваливаться от поверхности. Четвертое и самое важное. Если использовать грунтовку, то ваш ремонт будет долговечным. Виды грунтовки и для чего же они нам нужны. Сейчас я буду капитаном очевидности, но для кого-то откроет целый мир. Для разных видов поверхности нужны разные типы грунтовки, и давайте рассмотрим основные из них. Для стен из гипса и цементоблоков, а также для стен из гипсокартона лучше использовать акриловую концентрированную грунтовку. Она укрепляет поверхность и также создает небольшую пленку. А если вы не будете использовать грунтовку, то ваша штукатурка и шпаклевка не встанут должным образом и в результате треснут и отвалятся от стены. Я считаю, что в 70% случаев косяки случаются на стройке именно из-за этого. Примером же может быть Аквастоп Эскара и его аналоги. Цена за такую банку приличная, порядка 3000 рублей, но это концентрат и разводятся они 1 к 10. И что это гораздо дешевле, чем покупать готовую грунтовку, да и место меньше занимает. Для монолитных бетонных поверхностей все немножко по-другому. Сначала нужно использовать грунт глубокого проникновения, чтобы обеспылить, а потом уже наносим бетоноконтакт. В самом названии заключается смысл этой высокоадгезионной грунтовки. Бетоноконтакт – это акриловая грунтовка с песком, которая наносится кистью или валиком, как обычная краска. После высыхания он не только сильно пристает к материалу, но и создает шероховатую поверхность, что позволит любым материалам ложиться на него толстым слоем и не отваливаться. Также адгезия будет равномерна по всей площади, что не даст появиться трещинам. Кстати, бетоноконтакт можно использовать для алкидных и масляных красок. Однако не обольщайтесь, если краска уже начала отваливаться от поверхности, то при нанесении бетоноконтакта отвалится бетоноконтакт вместе с краской. Так что перед этим проверьте, чтобы краска не отваливалась от основания, что с ней все хорошо. Итак, если полы монолитные, то используем бетоноконтакт. Если же это стяжка, то используем грунт глубокого проникновения, например, Церезит ST17. Он хорошо под наливной пол, на наливной пол, под плитку и под ламинат. Вообще под любые поверхности. Он укрепит ее и обеспылит. Дерево – это все-таки отдельная тема, но я ее сюда включу. Когда вы работаете с доской, с фанерой, с брусом, используйте специальные септики. Они усилят стойкость дерева к плесени, к влаге и даже к пожару, а также уберегут его от насекомых. Хочу заметить еще один момент. Что же делать, если нужно наносить штукатурку на уже отшпаклеванную стену? А такое бывает, когда вы принимаете квартиру с отделкой от застройщика. В идеале, конечно, смыть ее водой. Для этого нужно обильно нанести на стену воду и снять ее шпателем. Далее нанести засечки, прогрунтовать и нанести бетоноконтакт. И только потом уже штукатурить. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки и пишите комментарии. А также помните, что сейчас есть возможность помочь нашему каналу.
Внизу есть ссылки на Яндекс.Деньги, на карту Сбербанка и еще отдельная ссылка на Donation. Все деньги пойдут собраны на инструменты на развитие канала. Также я буду в своей группе ВКонтакте писать отчет о собранных деньгах и благодарность, что вы их прислали. В черновых работах грунтуйте все подряд, и будет вам счастье. Стройте с удовольствием. Пока-пока!